Хеты — древнейший индоевропейский народ. Можно сказать, древнейшие индоевропейские родственники славян. Кто были они, когда жили, какое было их царство и при чем тут славяне? Сегодня поговорим о хетском народе. Так как есть германцы, есть славяне, есть романцы, есть кельты и другие индоевропейские народы, так существует и анатолийская группа народов. Кто же такие анатолийцы? Анатолия — это древнее название Малой Азии или территории, где сейчас находится Турция. Само название происходит из греческого языка, из словечка «хе Анатоле», «восход солнца», то есть «восток» буквально, потому что это было на восток от греков. И название анатолийцы, оно чисто условное, потому что эти индоевропейцы населяли Анатолию. Но они на этой территории были пришельцами. Откуда же они пришли? Как они там появились? Как образовали свое государство? Об этом мы поговорим в продолжении сегодняшнего выпуска. Мы об анатолийцах знаем. Речь идет о самых древних народах, которые говорили каким-то из индоевропейских языков, и они первые из индоевропейцев, которые вообще появляются в каких-либо исторических источниках, а это именно в XIX веке до Рождества Христова, то есть намного раньше даже греков, намного раньше тех же индоарийцев. В общем, они первые. А обнаружены они были только в XIX веке, или, если поточнее, в XX веке, потому что не сразу было понятно, кем они являются, и о них было известно только лишь из Священного Писания. Известны были такие древние царства, как египетское, ассирское, вавилонское, но хетское было не совсем известно. Открытие хетов как отдельного индоевропейского народа, или вернее открытие целого ряда анатолийских индоевропейских народов, произошло, как и многие открытия, совершенно случайно, можно так сказать. Ассирийские купцы когда-то давным-давно в одном из анатолийских городов по названию Канеша или Неша, сегодня там Кюльтепе, это в современной Турции, основали там свой карум или эмпориум, то есть такой центр для купцов, где встречались купцы разных стран. Именно в этой местности были открыты какие-то таблицы с ассирийским клинописанием, и на них упоминались многие имена, среди которых были некоторые, которые явно были индоевропейскими. А это, например, такие имена, как Сали-Нума, корень Сали, великий, потом Такса-Нуман, с хетского языка такс, как строить что-то. И из табличек примерно из 17 века до Рождества Христова видно, что там существовало несколько анатолийских индоевропейских языков, а больше всего засвидетельствован именно хетский язык. В их древней столице Хатуше или Хатусе, в современности это Богоской. Я неправильно это произношу, так что если смотрят нас турки, пусть они напишут, как это произносится. И в этой местности, в городе Хатуша, было найдено больше 25 тысяч глиняных табличек из времени от 1650 до 1200 года до Рождества Христова. Помимо хетского, там были обнаружены и тексты на других индоевропейских языках, ну и не только. Там было даже 8 разных языков. По имени это хетский, лувийский и иероглифский. Лувийский. Речь идет о двух разных, но близко родственных языках, от которых один записывался именно иероглифами. Это были языки в государствах Арцава или Азава и Кицватна или Кизуватна. Затем следующий язык был палайский, на котором говорили на северном пограничье государства хетов. В первом тысячелетии до Рождества Христова засвидетельствованы и так называемые анатолийские, новоанатолийские языки, а это лидийский язык, ликийский язык. В это время неиндоевропейские языки Малой Азии были шумерский, аккадский, а именно древнеаккадский, потом хатский язык, не путать с хетским, затем хурийский язык и урартский язык. Хетский язык записывался разными письменностями, среди которых были и клинопись, которую хеты приняли от аккадцев и немножко приспособили к своему языку, и также потом с помощью иероглифов
И система записи была очень похожа на то, как часто записывались языки древнего Ближнего Востока. А это значит, что их предложения были составлены из силлабограмм, то есть из знаков, которые обозначали не один звук, а обозначали какой-то слог. Затем там были логограммы или идеограммы, которые обозначали какое-то понятие. И затем еще детерминативы, то есть такие знаки, которые указывали на то, к какому предмету или какой вещи относится какое-то слово. Довольно сложная для нас система записи, ну вот было так. Хетский язык важен еще чем-то. А это именно тем, что благодаря хетскому языку была подтверждена теория о существовании ларингалов в праиндоевропейском языке Х1, Х2, Х3, как минимум. Еще до того, как было обнаружено, что хетский язык принадлежит индоевропейской языковой семье, Фердинанд де Сосюр предположил, что в праиндоевропейском языке должны были существовать какие-то горловые или ларингальные звуки. Были именно так и названы, да, ларингали Х1, Х2, Х3. И они были зафиксированы именно в анатолийских языках. Конечно, уже не в том своем первом состоянии, как в праиндоевропейском языке, но уже намного лучше, чем в греческом, санскрите или латыни, а тем более уж о других. Что касается примеров на хетском языке, только вот несколько таких тут напишем. Например, существует хетское слово «непиш», которое относится к небу, и оно как раз родственно с славянским словом «небо», которое в русском языке сейчас звучит как «небо», в праславянском как «небо небесес», «небо небесес». Затем у нас слово «ватар», «вода» по-хетски, и несколько слов, например, в именительном и в родительном падеже слово «человек» «антухшаш», «антухшаш», слово «шупал», «животное», «шупал» как-то удивительно схоже со славянским «живал», хотя это просто такое созвучие. Мне, как носителю славянского и хорватского языков, кажется вот так, но не стоит это путать с научной этимологией. Это просто впечатление. Затем существовало слово «пахур». Кто знает английский или немецкий, узнает в этом слове аналог, как раз в английском и в немецком языках, fire или feuer. Что касается местоимений, ук или у — это «я», wesh — это «мы», или как в германских языках «we». Потом «шумеш» — это «вы». Этот по-хетски звучало как «каш», а кто или какой как «куиш». Можно сравнить с латынью «куис». Спать — это «шешми», я сплю, «шеши», ты спишь, «шешти», он спит, «шешуэни», мы спим, «шештени», вы спите, «шашанци», они спят. И это, пожалуй, все, что касается их языка. Как хеты и другие индоевропейские анатолийцы вообще были обнаружены. На возвышенности в местности, которая сейчас называется Богоской или Богаскале, находилась столица хетского царства, известна под названием Хатушаш, или Хатуша, или Хатуса. Я в нашем выпуске буду использовать именно название через «ш», то есть Хатушаш. Новые открытия, которые очень важны были именно для индоевропеистики, начались только лишь в 1906 году, и этим делом, этими раскопками занимались в основном немецкие ученые из немецкого ближневосточного общества во главе с ассироведом Хугом Винклером и продолжились при Курте Биттеле после Второй мировой войны. Среди известных ассироведов был и чешский славянин Бедржих Грозный. Очень хорошо образован, как и многие образованные люди его времени, знал как латынь, так греческий, так и санскрит. Во время Первой мировой войны он занимался хетскими текстами. Тогда было еще совсем непонятно, что речь идет об индоевропейских языках именно. Бедржих Грозный был солдатом австро-венгерской армии и работал как человек на складе. И так как он был за линией фронта, у него было достаточно много времени для его исследований, и благодаря его команданту Камергрюберу у него было множество времени для исследований.
А сейчас давайте послушаем именно то предложение, благодаря которому Грозный понял и подтвердил, что речь точно идет об индоевропейском языке. Другими словами, что хетский язык можно причислить к большой индоевропейской языковой семье. Там было написано вот следующее. «Ну ниндан эцатени, ватарма экутени». В слове «нинда» Грозный сразу же узнал шумерское слово, обозначающее «хлеб». В суффиксе «ан» он увидел параллель с латынью, греческим и санскритом, потому что это же окончание, этот суффикс находится в винительном падеже в этих языках. В латыни, например, «ум», в греческом «он», в санскрите «ам», а в прославянском на самом деле как «он». А потом слово «эцатени» Грозный дешифровал как слово, которое восходит к праиндоевропейскому корню «hed», который обозначает глагол «есть», то есть в латыни «эдо», в санскрите «адми». Следующее слово, которое ему показалось знакомым, было слово «ватарма». Это слово он сравнил с немецким словом «wasser» и английским «water». Так он понял, что это предложение нужно перевести как «вы ешьте хлеб и пьете воду». Свое открытие Грозный опубликовал в 1915 году во время Первой мировой войны. Поэтому прошло еще очень много времени, пока это открытие стало известным среди ученых. Давайте перейдем уже сейчас к их истории. Когда они существовали? Когда говорим о хетах, нужно сказать сначала одно. Хеты — это у них более позднее название — хеты. Сам этот народ называл сам себя Неши или Несси, согласно их древней столице Канеши, современном Культепе в сегодняшней Турции. А как они называли себя до этого, нам вполне неизвестно. Но такой автоэтноним, который они использовали во время своего существования, был как раз Неши. А название хеты они приняли от неиндоевропейского народа, который до них населял эти территории и с которым они отчасти и ассимилировались. А этот народ назывался хаты. Хеттиты во многом унаследовали их политический строй. Можно привести такую параллель, как, например, из истории Рима. Этруски, например, были не индоевропейский народ, но который очень сильно повлиял на латинян и на римлян, как мы их знаем. Когда говорим об истории хетов или нешев, будем задерживаться во времени примерно с 2250 по 1196 год до Рождества Христова, то есть такое 3-2 тысячелетие до Рождества Христова. Ровно так же, как и другие индоевропейские анатолийские народы, хетты в Анатолии были пришлыми. И много чего они приняли от того населения, которое там жило раньше, прежде всего от хетов и от хурийцев. Когда говорим о том, что эти народы были пришлы на территории Анатолии, появляется вопрос, откуда они могли прийти и когда они могли прийти на эту территорию. Да. Ну, в целом, хетты, как и другие древние анатолийцы, довольно странные индоевропейцы, потому что у них кажется, как будто они отделились от древних праиндоевропейцев очень рано. Можно сказать, что это была первая известная волна, которая отделилась от главного тела праиндоевропейцев еще до того, как образовался позднепраиндоевропейский язык. Это как раз тот, который в сравнительном языкознании реконструируем чаще всего. И поэтому был выдвинут тезис о том, что еще до праиндоевропейского языка существовал так называемый праиндохетский язык, который включал в себя праиндоевропейский язык, из которого развились все другие европейские языки, и праанатолийский язык, из которого потом развились хетский, лувийский, ликийский и прочее, о которых мы уже говорили. И это отделение от тела праиндоевропейских языков должно было произойти достаточно давно. Обычно предполагается, что праанатолийский от праиндохетского отделился где-то в промежутке от 6-го тысячелетия по 4-е тысячелетие до Рождества Христова, а прагетский язык развился где-то до 2100 года до Рождества Христова, уже как-то в Анатолии. И там хетты образовали свое первое государство, известное под названием Кусара или Кушара.
Об этом государстве очень мало известного, и мы о нем сегодня говорить не будем. Так кто же такие эти загадочные геты? О них говорят разные ближневосточные источники, такие как египетские или ассирские, например. Ну, а ровно также и эти таблички на анатолийских языках. Что касается того, как они появились в Анатолии, существует несколько тезисов. Один говорит о том, что они спустились на юг с территории прародины праиндоевропейцев, то есть с территории где-то там, где современная Южная Украина, Южная Россия, из северного побережья Черного моря, Каспийского озера или Каспийского моря. Но спорным остается вопрос, каким путем именно они двигались. Согласно одному предположению, они сначала переселились из этой степи на Балканы, и потом некоторые ученые там их связывали с культурой эзеров на территории современной Болгарии, а другие связывают их с археологической культурой майкопской на Кавказе. И тут вопрос, как они пришли в Анатолию? То ли сначала пошли на запад, и через Балканы, потом, так же как и фракийцы, и фриги, переселились на Малоазийский полуостров, или же перешли Кавказ и вдоль Каспийского моря или Черного моря спустились дальше на Ближний Восток и там потом основали свое царство. Этот вопрос не решен, но благодаря современным исследованиям в области археогенетики кажется ближе тезис о том, что они все-таки переселились на юг через Кавказ. Существуют некоторые стихи, древние стихи, которые, может быть, говорят нам что-то о пути переселения, а они звучат вот так. «Небесный бог солнца, пастырь людей, поднимаешься из моря, ты солнце небесное, потом восходишь на небо. Небесный бог солнца, государь мой, ты человеку, псу, свиньи и диким зверям на поле говоришь справедливо. Бог солнца каждый день». Тот, кто внимательно слушал, услышал тут предложение, что солнце поднимается из моря. Очевидно, что касается Анатолии, там солнце не может подниматься из моря, потому что там на востоке Армянское Нагорье. И поэтому эти стихи трактуются как стихи из тех времен, когда предки анатолийцев жили либо на западном берегу Черного моря, тогда там казалось бы, что солнце действительно поднимается из моря, в этом случае из Черного, а в другом случае из Каспийского. Тоже, если они жили на западном берегу Каспийского моря некоторое время, тогда также могли видеть, что солнце поднимается из Каспийского моря. В самых исторических источниках, ассирских и других, нет никаких свидетельств о том, что анатолийцы откуда-то переселились на свою историческую территорию. А это значит, что это переселение должно было произойти еще задолго до того, как начали записывать историю в этой части мира. Но в XIX веке до Рождества Христова уже в доступных нам источниках есть свидетельство о существовании анатолийских языков в Анатолии. Что касается археологии, в 23 веке до Рождества Христова, то есть за 4 столетия до того, как зафиксированы первые хетские слова, в этих частях Ближнего Востока произошли многие изменения. Города были уничтожены, и некоторые исследователи трактовали это именно как свидетельство о том, что туда пришел новый народ, который завоевал местное население, и это как раз могли быть предки хеттов, нешев. Первые несомненные следы присутствия носителей индоевропейских анатолийских языков в Малой Азии происходят из XIX века до Рождества Христова. Это так называемые каппадокийские таблички. Когда говорим о прошлом хеттского народа, их историю можем разделить на несколько разных эпох. Первое — это архаическое время, с времен, когда они появились, до примерно 1600 года до Рождества Христова. Затем время Старой Державы или Старого Царства от 1600 по 1460 год до Рождества Христова. Затем Среднее Царство или Средняя Держава с 1475 по 1450 год до Рождества Христова. И последнее — это Новое Царство с 1450 по 1196 год до Рождества Христова. Давайте рассмотрим все по порядку, а упомянем только самые важные из правителей и событий этого народа. Первый известный правитель какого-то хеттского царства, именно Кушары,
Это был Питана. Он должен был править когда-то в 18 веке до Рождества Христова, основал поколение, которому принадлежал и его сын, и следующий правитель Анита. Больше о нем неизвестно. Намного больше мы знаем о его сыне Аните, который правил примерно в 1720 году до Рождества Христова. И как раз с ним связана древнейшая надпись на языке нешев, на языке хетов, а это именно надпись царя Аниты. Кажется, что он расширил границы державы. Он хвастается тем, что завоевал город, который впоследствии стал столицей империи Хетского царства. Но тут есть какая-то странность. Он хвастается тем, что завоевывал этот город, что его совсем уничтожил и проклял это место и каждого, кто населится в нем. В благодарность за эти свои военные походы он хвалит кумире гетов Тархундаша, как бога или кумира грома, можно сравнить по функции с славянским Перуном, и затем богиню Амалхасвиту и бога солнца Сиунасумия. После него правителями хетов стали еще такие малозначимые цари, а именно Тудалия I и Пу-Сарума. Это было где-то в конце 17 века до Рождества Христова. После этого происходит, видимо, какая-то замена царствующей династии у хетов, и начинается период Старого царства, Старой державы. Первый из правителей этой державы — это Лабарна I. Вообще у хетов это его имя очень сильно напоминает титул хетских королей, который звучал как Табарна, поэтому не совсем известно, то ли это ошибка в записи, и этот Лабарна должен быть Табарна, и это вообще не его личное имя, а просто правитель. Он был известен тем, что стал основателем нового поколения в истории хетов. Его наследником был Хатусили или Хатушили I, который правил примерно с 1580 по 1550 год до Рождества Христова, возможно, с прозвищем Лабарна II. Ему было все равно на то, что один из первых известных хетских правителей, Анита, проклял город Хатуша, и он обновил этот город. И кажется, что именно в это время этот город начал набирать значимость для хетского царства. Лабарна II так себя и назвал Хатушили, что значит «человек из Хатуши». Хатуша вообще была известна тем, что еще до того, как завоевали ее хеты, была столицей неевропейских хатов. Но как-то во времена Хатушилия все изменилось. Кажется, что именно в его политической программе, если можно сказать таким современным языком, было какое-то смешение пришлых несов с местными хатами. И происходит такая ассимиляция, которая наверняка началась уже намного раньше, когда сливались элементы местного населения с пришлым индоевропейским. Каким был Хатушили как правитель? У него были великие военные успехи на те времена, значительно расширил границы государства и стал известным как первый писец, первый автор летописов. После него осталось очень знаменитое завещание, которое является настоящим произведением искусства. Но конец у него был грустный. Появились проблемы с наследниками. Как свою наследницу изначально он объявил свою дочку, но потом начались беспорядки в государстве, и своим новым наследником он сделал своего племянника Папахтилиматия. Но он тоже оказался нехорошим наследником, поэтому он царство оставил своему внуку Мурсилию или Муршилишу I, который правил после него с 1550 по 1530 год до Рождества Христова. Молодой Муршилия завоевал государство Ямхат и их столицу Халафа, это сегодняшний Алеппо, на территории современной Сирии. Где-то в 1531 году до Рождества Христова он ударил на город Вавилон, тогда один из самых знаменитых городов мира и центров политической силы, которая на тот момент уже рухнула. Это было как раз во времена, когда заканчивалась династия известного Хаммурапия или Аммурапия. Это было самое громкое событие периода Старого Хетского царства. Из Вавилона Муршили, между другим, увез и известный кумир Мардука, защитника города Вавилона. Он пытался его как-то отвезти в Хатушу, но это не получилось. И у него конец был несчастный, так как
в то время как он воевал в Вавилоне, ему изменила его жена Харапшили, а изменила ему с одним из представителей самой сильной знати в Хеттском царстве, именно Хантилием, и вместе они устроили заговор и убрали Муршилия с власти. Это предательство было довольно страшным, и изменщик, и любовник Муршилиевой жены и сестры Харапшили был Хантили. Заговор включал и зятя Хантилия, позднейшего царя хеттов, Зиданту I. Он позже сожалел о своем поступке, покаялся и поссорился с Зидантой, который в конечном итоге предал их и убил его, и стал новым правителем. В те времена в Хеттском царстве, кажется, что-то произошло. Как видим, тут был ряд правителей, которых жизнь заканчивалась плохо, убийством. Следующий очень важный правитель во времена Старого царства был Телепину. Он правил примерно с 1500 по 1475 год до Рождества Христова. Этот правитель, этот Табарна, для хеттской державы очень важен, так как он этому государству, можно так сказать немножко современным языком, подарил первую конституцию. Это как раз его завещание, то есть завещание Телепинуа. В этом документе он урегулировал правила наследования власти, то есть, грубо говоря, что происходит после смерти одного Табарны и как к власти приходит другой Табарна, другой правитель. Таким образом, он внес определенную стабильность в хеттскую политику. Этот документ тоже является очень важным историческим источником, так как в первой части завещания Телепинуа описана практически вся история хеттов. Упоминаются все правители хеттов от Лабарны до Телепинуа. И еще одна такая интересная информация касается того, для кого Телепину писал это завещание. Оно было написано для чего-то, что называлось панку. А панку в переводе на современный язык значит что-то вроде собрания. По сути, он основал первую известную конституционную монархию. Этому панку, этому собранию Телепину дал власть, дал полномочия даже для того, чтобы судить правителю или его престолонаследника. И в целом правление было достаточно интересное, потому что оно было охарактеризовано чрезвычайно миролюбивой политикой. Телепину, оказывается, был Табарна достаточно благий и достаточно милостив. Он не мстил своим врагам, не разрешал, чтобы вместе с преступниками наказали их семьи, старался, чтобы справедливо проводились законы. И в сравнении с другими законами Древнего Ближнего Востока, законы Хеттского царства из времен Телепина тоже особенно мягкие. Что касается внешней политики, тут Телепину тоже был достаточно миролюбивый, но в личной жизни ему не особо везло, потому что еще при его жизни умерла его супруга Иштапария и его сын Амунна. Но такое процветание древней хеттской державы закончилось смертью Телепинуа, когда внешние враги, прежде всего хурийцы и лувийцы из страны Арцава, воспользовались его добротой и со временем завоевывали большие части граничных зон его хеттского государства. С ним как раз заканчивается период старой державы, старого хеттского царства, и начинается новый период, период Среднего царства. В это время не произошло ничего особо значимого. Это время длилось примерно с 1475 по 1400 год до Рождества Христова. И в это время существовало множество таких достаточно незначительных правителей. По именам это Алувамна, Хантили II и некоторые узурпаторы, такие как Тахурваили и Зиданта II. И затем Хузия II и Муатали I. Новое время или период, эпоха Нового царства началось где-то в 15 веке и продлилось до падения Хеттского царства 1196
года до Рождества Христова. Первый из правителей этой эпохи был Тудалия I или Тудалия II. Да, не совсем это известно. Женат был на жене, которую звали Никалмати. Это было не хетское имя, к чему еще немножко позже вернемся. Во времена правления Тудалии I хеты победили наконец-то конфедерацию Асува, которая находилась на западных окрестностях Хетского царства. В связи с конфедерацией Асувой существует одна очень интересная информация, а именно как раз эта этимология. Кто из вас хорошо слушает и хорошо слышит, послушайте, еще раз произношу: Асуа. Есть слово, современное слово, которое мы все знаем, которое очень похоже именно на это слово, а это Азия. И предположительно именно от этого союза это название и перенеслось сначала на полуостров Малую Азию или Анатолию, там, где сегодня Турция, а потом распространилось и дальше на весь континент, которого мы знаем и сегодня. Что еще можно сказать об этом Тудалии? Некоторые исследователи связывают его с ветхозаветным правителем Тидалом, который упоминается в первой Моисеевой книге, 14 глава, 1 стих, когда пишется, что во времена шинарского правителя Амрафаэла Элиасарский царь Ариох, Элиасский царь Кедорлаомер и Гаимский царь Тидал, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Тидал — царь Гаимов, царь народов. Это, в принципе, все, что сегодня о нем скажем. Его наследниками были Табарна Арнуванда I, Хатушилиш II и Тудалия II или III. А подольше мы задержимся на новом хетском табарне по имени Шупилюльюмас или Шупилюльюмаш или Шупилюльюма. Правительское имя Шупилюльюмаш I. Правил с 1380 по 1354 года до Рождества Христова. Его имя обозначает того, чьи истоки чисты, что бы это ни значило. Время его правления нам известно прежде всего благодаря богатой литературной и книжной деятельности его сына Муршилиша II. На тот момент, когда он стал правителем, Хетское царство было в достаточно плохих обстоятельствах, и главным конкурентом в те времена был их восточный сосед, хурийская держава Митани, которая также в себе содержала определенный индоевропейский, а более конкретно элемент индоарийский, и она хетам усложняла жизнь, так как она контролировала многие торговые пути между Хатушей, столицей хетов, и Месопотамией. На западных границах хетского государства продолжились сражения с Арцавой, лувийской страной, в которой, может быть, участвовали уже и предки эллинов, предки греков. Шупилюльюмаш был довольно интересный правитель, в отличие от некоторых других хетских табарн. Для него религия не значила много. Всякие религиозные ритуалы, религиозные обряды для него, как кажется из источников, были просто чем-то несущественным. В войне с своим восточным соседом, державой Митаны, Шупилюльюмашу очень повезло. Он смог сокрушить и уничтожить эту державу и обновить, по крайней мере частично, былую славу Хетского царства. В его времена также развивались очень богатые отношения с другими государствами Ближнего Востока и даже с Египтом. Ему, например, писала вдова всем известного Тутанкамона, и она хотела вновь выйти замуж, а выйти замуж хотела именно за него, за Шупилюльюмаша I. Но сам Шупилюльюмаш изначально в это не поверил, послал своих послов в Египет, чтобы они узнали, правда ли это или нет, но их на этом пути убили те египтяне, которые не хотели, чтобы бывшая жена фараона и правитель Египта вышла замуж за иностранца. Именно для времен правления Шупилюльюмаша I характерно и то, что усиляется влияние хурийцев в рамках хетской державы, и это очень хорошо заметно по многим именам, даже среди правящей элиты хетов. Например, такие имена, как Ашмуникаль, Никальмати, Тадухепа, Мальникаль, Пудухепа, или о чем еще будет речь. Первое имя Муршилиша III, которое звучало как Урхитешуб,
Ну и затем тоже Тудалия IV, который тоже был хетским табарной. Его родное имя было Хишмишарума. Ну, так что с точки зрения демографии Хетское царство становилось все меньше и меньше индоевропейским и все больше и больше хурийским. Конец его правления был очень печальным. Началась какая-то чума, от которой погибло очень много людей. Среди них был и сам Табарна Шупилюлюмаш I, а также и его сын и наследник Табарна Арнуванда. Так что власть потом в конечном итоге перешла в руки его второго сына, то есть второго сына Шупилюлюмаша, Муршилиша II. В отличие от своего отца, Муршилиш II, который правил с 1349 по 1320 год до Рождества Христова, он был чрезвычайно религиозным человеком. Богам часто обещал молитвы, признавал и каялся в своих грехах, чувствовал себя ответственным за все плохое, что сделал либо он, либо кто-то из его подданных. Сохранились даже некоторые его молитвы, из которых также видно то, что он был человек, который очень сильно каялся в своих поступках. Он решил как-то справиться с чумой, которая убила столько людей во время правления его отца и брата, а это можно было сделать как раз с помощью религиозности, то есть нужно было каяться, нужно было принести жертвы, так, по крайней мере, верили хеты, и так он, согласно себе, обнаружил, что боги разозлились, потому что уже долго никто не приносил жертву реке Мала, то есть современный Эвфрат, и что его отец нарушил обещание, которое дал перед богом грома. Удивительным способом эта чума как-то действительно и закончилась, и сжилась. У Муршилиша II получилось победить Арцаву, государство, которое мы уже упоминали. Также он подчинил себе страну, которая в источниках называется Ацихайша, и справился успешно с восстанием в Каркемише на территории Сирии. Его наследник был его сын Муатали II. Муатали II правил примерно с 1320 по 1290 год до Рождества Христова. Он был самый старший сын Муршилиша II, и это как раз начальные годы его правления закончилась чума, о которой была речь. Самое громкое событие с времен его правления касалось внешней политики, а именно отношений с Египтом, который тогда поднимался все выше и выше. Интересы двух держав встретились на Ближнем Востоке, примерно на территории современного Израиля и Сирии. Решающая битва между египтянами и хеттами произошла примерно в 1290 году до Рождества Христова возле местности Кадеш на реке Оронт в Сирии. И эта битва достаточно значима, даже в военной истории, потому что это первая битва в мировой истории, у которой точно известно, как двигались определенные единицы армии, ну и как вообще вся битва происходила. А также можете услышать в определенных источниках, что в связи с этой битвой известен первый пример военной пропаганды, потому что как хеттские источники утверждали, что хетты победили, так египетские источники писали о том, что египтяне победили. Но на самом деле битва закончилась тем, что ничего не решили, и все осталось так, как было раньше. То есть так называемый статус-кво-анте, то есть статус, как было перед тем. Я не буду в подробности рассказывать все об этой битве. То, чем хочу поделиться тут, это то, что предводителем хеттов был Муатали II, а предводителем египтян был очень известный Рамесес II, самый великий фараон древнего Египта, который также довольно тесно связан с историей израильтян. Это как раз те времена, когда древние израильтяне еще находятся в Египте. Уже вскоре после него, после Рамеса II и во времена Мернетага датируется исход израильтян из Египта, то есть времена, когда жил Моисей. Другая интересная деталь связана с Муаталием II. Это то, что, как упоминается в исторических источниках, именно этот правитель встретился
с человеком по имени Алакшанду из города Вилуша. Предполагается, что это как раз Александр из Илиона, Александр или Парис из Илиона, человек, о котором известно из знаменитого эпоса «Илиада», и который участвовал в Троянской войне. То есть тут за такой короткий промежуток времени видим две очень известные и очень важные битвы Старого века. Троянскую битву, Троянскую войну в целом, потом сражение хеттов и египтян возле речки Оронтес, и то, что еще недавно, относительно недавно было открыто, даже на севере Европы произошла такая великая битва у местности Толензе или Доленжа. Но вернемся немножко к этому Алакшандушу из Вилуши. Степан Византиец, как новый исторический источник, упоминает, что Александр или Парис вместе с Еленой был принят у какого-то малоазийского правителя по имени Мотилос. Но, согласитесь, это имя очень сильно напоминает имя Муаталий. Муаталий Мотилос. Это о Муаталии II все. После правителем стал Муршилиш III, или, как его звали до того, как стал Табарной, Ухритешуп, то есть хурийское имя, и его правление закончилось так, что он поссорился своим дядей Хатушилишем III, но и в итоге проиграл Муршилиш III, был изгнан, а Хатушилиш III стал новым Табарной. Для его правления тоже характерно большое милосердие. Например, Муршилиша III он не убил, а просто его изгнал. И в эти времена на западе от хетской державы появляется новая страна или новый союз племен, который в источниках отмечен под названием Ахьява. Предполагается, что за этим именем скрываются ахейцы, то есть эллины, то есть греки. Но гражданская война между теми, кто поддерживал Муршилиша III и Хатушилиша III, очень сильно ослабла хетское царство. Они теряли все больше и больше территории, что в конечном итоге привело и к падению самой державы, но уже во времена наследников Хатушилиша III. Хатушилиш III известен еще как автор первой известной автобиографии в истории литературы. Там он объяснял, почему правил так, как правил, почему поступал так, как поступал. Во времена Хатушилиша III хетская держава и Египет становятся друзьями, а все это потому, что поднималось новое правительство. Новое правительство называлось Ассирия. Союз между Египтом и хетами был закреплен тем, что дочь Хатушилия вышла за Рамесеса египетского. Следующий важный правитель хетского царства — это Тудалия IV, который правил с 1265 по 1215 год. Он известен прежде всего монументальными рельефами на стенах в Язеликае, недалеко от столицы Хаттуша. Именно в его времена построили этот памятник, а на памятнике изображены разные божества, кумиры, которые принадлежат хурийскому пантеону, а также из его времен сохранились источники, которые содержат информацию о всех капищах, всех храмах хетских и хурийских богов, которые верующий человек должен посетить. Во время его правления все больше и больше усиляются ашурийцы. Египет становится союзником ненадежным, потому что там новым правителем стал Мирнепта, фараон Мирнепта, известен и тем, что с ним связана так называемая стела Мирнептаха, на которой впервые упоминается народ Израиль, этот этноним. И кажется, что в эти времена в Египте произошли очень многие внутренние проблемы, часть из которых, наверное, как раз отражена в том, что происходило до исхода израильтян из Египта. Но, несмотря на все эти сложности, Мирнепта все-таки хетскому Табарне отправил несколько кораблей, наполненных пшеницей, как помощь во времена очень голодных времен, очень голодных лет. Отношения с ассирийцами все больше и больше ухудшались, так что это привело к войне между Тудалией IV
и Суламану-Ашаредом I или Саламан-Ашером I. По-русски, может быть, он еще как-то по-другому называется, Саламан-Ашарет. И решающая битва произошла в 1245 году до Рождества Христова. Верх отнесли ашурийцы. После Тудалии IV известно только еще двое хетских правителей, а это Арнуванда III и Шупилюлюмаш II, который был последним табарной Хетского царства, а правил он с 1200 по 1196 год до Рождества Христова. У него получилось утвердить власть на острове Аласия, на хетском языке это современный Кипр, и таким образом хетты задержали власть над этим островом и над очень важными ресурсами. В эти времена в Восточном Средиземноморье начинаются новые проблемы. Появляются так называемые народы моря, которые уничтожают местность за местностью, которые привели к конечному краху Хетского царства. Предполагается, что в число этих народов входили также фригийцы, о которых мы говорили в одном из наших предыдущих выпусков. О них можете посмотреть выпуск, переходя по ссылке. Предполагается, что именно фриги завоевывали останки Хетского царства, в 1196 году завоевывали город Хату и привели к концу существования самой древней индоевропейской державы. И напоследок кто-то, может быть, скажет, что как так хетская история закончилась в 1196 году, а что же тогда с хетами, которые упоминаются позже? Как можно на это ответить? Конечно же, можно предположить и даже ожидать, что с исчезновением царства не сразу же исчезла идентичность. А потом еще можем говорить и о определенном переносе идентичности, так как на протяжении первого тысячелетия до Рождества Христова известны и другие так называемые сирохетские или хетосирские государства. Там их было достаточно много. Не совсем понятно, в каком они отношении с хетами, о которых была речь сегодня. Но эти хеты населяли Палестину, между прочим, тоже, то есть территорию современного Израиля, Палестины, Сирии. Кажется, что именно эти хеты очень часто упоминаются в Священном Писании. Возможно, это были и остатки тех хетов, которые остались уже после падения Хетского царства. В Священном Писании упоминается и некий Урия Хетианин, муж Версавии, с которой Давид впал во грех и пожелал его гибели, в конечном итоге став новым мужем Версавии. Также упоминается хетианин Эфрон, от которого Авраам купил землю для гроба своей жены Сары. Также у Давида, царя, был хетианин, друг Ахимелех. Что касается хетской религии, тут существует несколько сложностей, потому что нельзя просто сказать, что у них была индоевропейская религиозная система, так как на момент, когда существуют уже всякие исторические источники, видно, что в хетской религиозной системе перемешиваются элементы индоевропейской религии, а также и хурийской религии и других религий Ближнего Востока. Поэтому там упоминаются боги, принадлежащие разным пантеонам. Итак, например, один из демонов, такой демон, можно сказать, болезни демон катастроф, называется Яри. Не знаю, связано ли это хоть как-либо с славянским Ярилом, не знаю. Потом Лелевани, как богиня смерти, Пирва, как бог коней. Затем существовало в их пантеоне такое мужское божество, такой кумир Кумарби. Затем в их пантеон входит Инанна, шумерская богиня любви и плодородия. Появляется также и Иштар, и хурийская шалошка. Известен также из времен правителя Аниты какой-то бог, которого Анита называет наш бог. Он называется Шиу-Шумиш, но о нем больше не говорится в более поздних источниках. Так что кажется, что, может быть, именно это божество было среди более древних
кумиров хетского пантеона. Ну, то, что их, может быть, связывает с индоевропейцами, ну и не только, потому что не только индоевропейцы в это верили, что, как кажется, мир для хетов, мир состоит из 3 частей. Из неба, подземля и простора, который находится между этим небом и между этим подземлем. То есть это та местность, в которой живут люди и животные, и растения, и так далее. Кого можно еще упомянуть? Но из тех богов, из тех кумиров, которые, как кажется, более близко связаны с индоевропейской религией, это хетский бог грома по имени Тархунт. Предполагается, что его имя связано через, конечно, индоевропейский праязык с тем, что мы знаем из древнеирландского Торан или из германского Турнас. Его почитали как небесного бога грома и как бога грома земли Хатти. Еще упоминается бог солнца в хатской традиции как Эштан, в хетской как Иштану. Кажется, заимствованный бог тоже. Потом, но это не совсем касается хетов, а касается больше лувийцев. Там есть бог солнца под названием Тиуат. Хетам был известен еще один кумир, еще один бог, которого они называли Перва. Этимологически это имя, конечно, связано со славянским Перуном. Внимание, это не значит, что у хетов был славянский Перун или что у славян был хетский Перва, а это древнее общеиндоевропейское наследие. Перва у хетов не был громовержцем, но с ним был связан какой-то камень, который на хетском языке назывался хекур. Существуют в древних источниках такие формулы, как хекур пирва или хекур перве. В переводе на русский камень этого кумира бога Первы. А этот камень, так предполагается, это было название для какой-то институции. Часто упоминаются, например, как люди первенного камня, как слуги или как рабы камня Первы. Интересно тут и этимология словечка хекур. Оно происходит от праиндоевропейского корня или от праиндоевропейской основы хегвар или хегвар, что этимологически родственно с древнеиндийским аграх, с авестийским агра – вершина, с праславянским гора, дальше с древнеиндийским гири, с литовским гире, латышским дире, все в значении гора, затем со среднеперсидским или средним фарси гар или гир, албанское гур, значение камень. То есть изначально это словосочетание хекур пирва в текстах, в священных текстах обозначало что-то вроде первиной горы, то есть Перуновой горы. Вся митология хетов очень интересная, если посмотреть на нее с точки зрения сравнительного религиоведения, потому что тут как раз потом становится намного более понятным, что несмотря на то, что хетская религия была под сильным влиянием других религий Ближнего Востока, все-таки там есть и слои древней индоевропейской религии, которые связывают хетов со всеми другими индоевропейцами. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нас финансово поддерживает, кто досмотрел до конца. А если вы желаете, можете поддержать нас на Патреоне, Бусти или PayPal. Всем спасибо большое. Оставайтесь на нашем вещальнике, можете посмотреть этот следующий выпуск. Пока-пока!